Столица Китайской Народной Республики Пекин является культурным и политическим центром страны. Пекин в нормативном произношении «Бэйцзин» буквально означает «северная столица». Пекин известен тем, что именно здесь, при археологических раскопках, были обнаружены останки первобытного человека-синантропа или пекинского человека, жившего здесь 700 тысяч лет тому назад. Самое древнее имя Пекина – Цзы. В 1045 году до нашей эры на месте нынешнего Пекина была основана столица феодального княжества Янь. С 221 года до нашей эры, когда император Цинь Ши Хуан объединил Китай, и вплоть до 937 года до нашей эры Пекин являлся важным стратегическим пунктом на севере Китая и административным центром княжеств. Узкие и кривые улочки окраин средневекового Пекина называются хутунами. Это душа Пекина, его скрытая от посторонних глаз суть. Сейчас здесь исторический центр города, а хутуны – излюбленное место прогулок туристов из Европы и Америки. Серые, словно седые от древности, кирпичные стены с дверными проемами. За каждым из них маленький дворик, по квадратному периметру которого расположено несколько фанз. Судя по почтовым ящикам у общего входа, в каждом таком дворике ютится семей по 10. Каменные плиты 2-3 ступенек на входе посередине как бы просели. Это вмятины, вытертые подошвами многих поколений живших здесь людей. Они рождались на свет, росли и взрослели, производили потомство и умирали. Бок о бок здесь жили дети, родители, деды и прадеды. Система хутунов появилась в Пекине в 1271 году, когда тут обосновались монголы. Сейчас в Пекине насчитывается 360 больших хутунов и около 4000 маленьких. В 938 году нашей эры династия Ляо сделала Пекин, в то время называвшийся Янцзином, своей второй столицей. После этого на протяжении 650 лет Пекин являлся столицей китайского государства во времена династий Цзинь, Юань, Мин и Цин. 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика, и с тех пор Пекин стал столицей Нового Китая. До образования Народной Республики в 1949 году Пекин был окружен городской стеной и имел в поперечнике около 8 километров. Он занимал окраинную часть сельскохозяйственной территории площадью 780 квадратных километров в провинции Хэбэй. В 1949 году городу был присвоен статус самостоятельной административной единицы, находящейся в подчинении Центральному народному правительству, и его территория была расширена до 17 793 квадратных километров. В настоящее время Пекин является одним из самых индустриальных городов Китая, культурным центром и сердцем одного из наиболее населенных регионов мира. Население Пекина составляет 13 миллионов 800 тысяч человек, из них 6,5 миллионов – городское население. В Пекине проживают представители всех 56 национальностей, населяющих Китай. Больше всех представлена национальность хань. Национальные меньшинства составляют 3,5%. Пекинцы говорят на путунхуа, общепринятом диалекте китайского языка. Центр города – это квадрат, разбитый на 4 района: Дунчэн, Чуньвэнь, Сичэн и Сюанью.